Приветствуем всех на нашем канале. Ремонт лодочных моторов город Уссурийск. Мы начинаем новый проект по капитальному ремонту и восстановлению лодочного двигателя Yamaha 9A. Точная дата выпуска неизвестна. Колпак уже, как видите, перекрашенный, наклейки не родные. Мы сами не знаем, что мы будем делать с этим двигателем. Дело в том, что компрессия у него на верхнем цилиндре 11 килограмм, на нижнем 7,5. Это очень плохая компрессия. Провода сгнили во многих местах, отваливаются. Чтобы проверить искру, пришлось делать скрутки. Искра есть на обоих цилиндрах, это уже хорошо. Кто-то поставил кнопку с чекой безопасности китайскую, у которой разваливается колпачок. И что самое интересное, предыдущий владелец изготовил сюда вот эту шестеренку. Это ручной запуск. Здесь, как вы можете видеть, ручной запуск не сверху, а старого образца, который работает вот так. До сих пор такой принцип применяется на лодочном моторе Zhongsheng китайского производства, который скопирован с мотора Selva итальянский. Владелец установил сюда вместо пластмассовой шестеренки, которая уже была съедена, алюминиевую. Она работает, но нам пришлось разобрать ручной стартер, потому что там слетела пружина, для того, чтобы замерить компрессию и проверить наличие искры. Поворот и механизм очень туго вращается, все закисшее. Мы его разберем, посмотрим, что внутри, посмотрим, можно ли восстановить компрессию. Если ничего не получится, то, может быть, мы установим на эту подвеску другой двигатель, как мы уже делали это в одном из наших роликов. Называется «Новая жизнь» с другим двигателем. Мы еще сами не знаем, что здесь можно сделать. Может быть, восстановим этот двигатель, может, установим другой. Обзор на этот двигатель вы можете увидеть на нашем канале. Называется «Старые лодочные моторы», по-моему, часть 1. У нас есть плейлист, где вы можете найти все наши обзоры на старые лодочные моторы. Сейчас покажем этот мотор поближе. Были установлены вот эти свечи. Одна из них это BR6. Именно та свеча, которая нужна, которая должна стоять на этом двигателе. На модели 7А, 9А. То есть на моторе с контактным зажиганием. Вторая свеча была А11. В некоторых местах ржавые болты почему-то. Вот такое состояние. Это уже краска не родная. Здесь гвоздь. В редукторе эмульсия, желтое масло, причем густое. Состояние редуктора тоже неизвестно. Вот эта шестеренка, покажу поближе. Она алюминиевая. Работает, в принципе, эта система хорошо, надежно. Вот старая, которая съедена. В принципе, все крутится. Двигатель не шумит. Когда мы разберем, там уже будет видно состояние всех подшипников. Скорее всего, мы их поменяем. Ручки струбцины ржавые, самодельные, приваренные электросваркой. Это хоть двигается, это вообще не двигается. Здесь почему-то откручен редуктор, 2 болта откручены, те 2 болта затянуты. Мы еще ничего не делали, вот как оно есть. Здесь отсутствует ручка фиксации для того, чтобы поворотный механизм регулировать туже или слабее. Для начала нам нужно будет снять двигатель, разобрать его и посмотреть, что внутри. Маховик приржавел к коленчатому валу. Наверное, когда-то мотор топился. Верхний сальник коленчатого вала совсем убитый. Сняли двигатель,
разобрали его. Нижний сальник коленчатого вала тоже убитый, как и верхний. И еще почему-то вот так торчит. Наломали много болтов при разборке, но ничего страшного, все резьбы восстановим. Неудобно сделано. Чтобы располовинить блок, приходится снимать еще боковую крышку. Там все равно рвется прокладка, и ее в любом случае придется менять. Присутствуют задиры. Одного кольца нет, потому что мы его сняли. Искали, что можно подобрать, какие-то современные аналоги. Где-то оно было, это второе кольцо. Вот оно. Все целое, просто задиры. Скорее всего, от перегрева. В общем, решили полностью восстановить этот мотор, расточить под ремонтный размер, заменить все сальники, подшипники, снять старую краску, заново покрасить в оригинальный цвет. Сняли редуктор. Помпа здесь старого образца. Скорее всего, установим новую. Кто-то сюда вкрутил болт с большой шайбой для чего-то. Как оказалось, длинный болт с шайбой нужен был для того, чтобы закрепить помпу, потому что тут трещина. Теперь точно будем менять помпу на новую пластиковую. У нас уже было видео, где мы показывали, как из старой помпы Yamaha 7 или Yamaha 9 сделать новую помпу, которая применяется в моделях поновее. Частая проблема алюминиевой помпы – сдавливание стакана, как здесь. Из-за коррозии его внутри сдавливает, и он получается выгнутый. То есть гнет стакан. Помпа начинает работать хуже, либо вообще перестает работать. Преимущество помпы с пластиковым корпусом в том, что у них этого не происходит. В редукторе все живое, даже ничего не заржавело, неизвестно сколько лет детали были в эмульсии, и при этом нет коррозии. Подшипники оставим старые, оригинальные, заменим только сальники. Продолжаем разбирать. Уплотнение на трубке охлаждения, как обычно, развалилось. На этих моторах это частое явление. Просто уже со временем, от старости, высыхает. Требуется заменить, иначе будут проблемы с охлаждением. Из-за коррозии алюминия поворотная часть стала туго вращаться. Все втулки мы почистим, отмоем и смажем. Хорошо, что внутри все целое.
Мотор полностью разобрали. Почти все заломы выкрутили. Осталось еще несколько штук. В том числе и подтовотницы. Восстановили резьбы. Будем заказывать ремонтные поршни, прокладки и растачивать цилиндры 0,25. Ничего не будем придумывать, обойдемся теми запчастями, которые есть в продаже. Расскажем также и про цены на запчасти. Перед покраской нужно восстановить некоторые сломанные детали. Например, вот эти. Очистить поверхность от старой краски. Надеемся, что у нас все получится, чтобы сохранить этот мотор для потомков. Отпескоструили все детали. Следующим этапом мы будем растачивать блок цилиндров под ремонтный размер. После пескоструйки увидели такие дефекты поверхности, которые при разборке не сразу можно обнаружить. Этот участок практически полностью прогнил. Будем это устранять напылением, иначе будет протекать вода в поддон. А это уже готовый вариант. Осталось обработать поверхность. Стенка получится толстая, как в оригинале, и вода здесь уже не протечет. Диаметр поршня этого мотора 50 мм. Точно такой же, как на Tohatsu 6, 8, 9,8. Но поршень от Tohatsu сюда не подойдет, так как отличается юбка поршня. И если этот поршень сюда установить, то мотор работать не будет, так как не будет закрываться впускное окно. Посмотрели по каталогу, поршни на эту модель подходят от Yamaha 8B. То есть эти два мотора имеют одинаковые поршни. Расточили блок. Сейчас нужно будет обработать окна. И можно собирать. Один поршень 0,25 стоит 900 рублей. Комплект колец 500 рублей. То есть у нас два поршня и два комплекта колец. Прокладка под голову 900 рублей. Прокладка под двигатель тоже 900 рублей. А вот прокладки под крышки и все прочее мы изготовим сами. Для того, чтобы переделать помпу из алюминиевой в пластиковую, нам нужно проточить втулку вала под меньший диаметр. Потому что новые и старые детали отличаются диаметрами. Это крыльчатка, стакан и пластина помпы. Мы прихватили втулку с двух сторон, чтобы ее не провернуло, когда она будет обрабатываться на токарном станке.
Затем на фрезерном станке летучим резцом нарезаем новый шпоночный паз. Более подробное видео есть у нас на канале, ссылка будет в описании. Сейчас будем собирать редуктор. Корпус редуктора отпескоструили. После сборки начнем красить. Был приобретен ремкомплект помпы для Yamaha 8 Enduro, который стоит 4000 рублей. В него входит корпус помпы, стакан, прокладка под корпус, болты, крыльчатка, пластина помпы и шпонка. Вот каталожные номера всех деталей. Мы уже переделали вал под новую крыльчатку. Сделали шпон-паз. Загрунтовали пластину основания помпы, чтобы защитить от коррозии. Собрали помпу, редуктор, но давая давление 1 кг, увидели, что гофра пропускает. Здесь было намазано герметиком, видимо, неспроста. Мы ее заменим на другую. Здесь раньше устанавливалась втулка, а сверху на нее садилась гофра. В новой модели этой втулки уже нет, и гофра устанавливается непосредственно в эту пластину. Теперь редуктор держит давление 1 кг, и давление не падает. Также особенность данной модели старого образца в том, что отсутствует в этом месте окно для забора воды. То есть в более новых версиях здесь присутствует водозаборник с каналом, и во время движения вода нагнетается в помпу. То есть более усовершенствованная система охлаждения. Восстановили все необходимые детали механизма подъема. Ручка мелководного режима прихвачена сваркой. Сейчас примерим, чтобы нигде ничего не цеплялось. И далее уже будем обваривать ее. Следующий этап – сборка, включающий в себя очистка всех деталей от грязи, от коррозии, поиск болтов вместо тех, которые были сломаны, очистка резьбовых соединений от окисления перед тем, как вкручивать, чистка карбюратора,
Сначала собирается поворотный механизм, то есть будут очищаться и смазываться втулки. Отлично. Собрали поворотный механизм, установили ручку переключения передач. И получилось так, что при включении передачи вперед ручка фиксатором упиралась прямо в корпус. Из-за того, что нога немножко опустилась вниз. Стали разбираться. Пришлось для того, чтобы ногу поднять выше, вытащить сюда шайбу. И таким образом сейчас есть довольно-таки большой зазор для того, чтобы ничего здесь не упиралось. Также изготовили ручку для фиксации поворота, туже или слабее. И также на том конце сделали стопор, для того, чтобы эту ручку нельзя было выкрутить и потерять. Заглушку на отверстие для доступа к тяге будем ставить от мотора Hankai 6, потому что у Yamaha, что у Tohatsu эти заглушки абсолютно идентичны, но оригинальная заглушка здесь надорвана, поэтому будем менять. Постепенно лодочный мотор приобретает узнаваемый вид. Не было ручки холодного запуска, поэтому пришлось изготавливать.
12 килограмм. Это был самый первый запуск лодочного мотора. Полчаса работы на обкаточном бензине. Мотор еще не настроен. Шестеренка стартера, как видите, уже другая, пластиковая. Это оригинальная шестеренка, которая оказалась здесь, потому что это совсем другой ручной стартер, который пришлось сюда установить благодаря нашему подписчику, потому что тот ручной стартер сломался при попытке запустить двигатель. Механизм внутри просто развалился. Но пластмассовая шестеренка здесь тоже практически изношена из-за того, что владельцы не умеючи пользовались ручным стартером. Мы заменим эту шестеренку на алюминиевую, на нашу, так как очень неудобно пользоваться, когда зубья проскальзывают, даже когда пытаешься аккуратно совместить маховик и механизм. С этим двигателем работа завершена. Всем спасибо за просмотр, всем, кому было это интересно. Далее хотелось бы восстановить Tohatsu 10. Остальная часть блока у нас есть. Мы ищем на него запчасти. Нужны 2 шатунных комплекта, поршни, кольца. Если у кого-то есть какие-то запчасти на этот мотор, свяжитесь с нами или отпишитесь в комментариях. Редуктор заклинивший, надо будет его еще смотреть. Крыльчатка тут эксклюзивная, которая не подходит от других моторов. Причем помпа не снаружи, как у всех моторов, а утоплена в редуктор. Поэтому надо будет тоже что-то придумывать с помпой, чтобы легко было ее обслуживать. Также, кроме этого, у нас еще есть и другие старые лодочные моторы, которые требуют восстановления. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь, если почему-то до сих пор еще не подписались. И всем пока!